Ну что, шарик сделает тычку. Дракончик, по-моему, попадает по вышке. Так, шарик не долетел, но бомбочка взрывается. 104 хп. Опасное кладбище. Ну что, ну должны мы здесь выигрывать, по сути. Добивать особо нечем. Смотрите, какой облом. Торнадо плюс фриз не добьют. Они в сумме где-то 70 хп снесут. Вот это облом. Золотой рыцарь! Ну как? Заморозка в защиту. Ну шарик долети. Пожалуйста, братан. Ну, 9 хп. Ну, тащи. Всем привет, друзья. С вами Аледжо. И сегодня мы в режиме онлайн посмотрим поединки очень крутого лавовода. Одного из лучших в мире. На текущий момент он находится на 1100 месте. Но вообще, как вы видите, он заканчивал сезон на 187 и на 178 месте. То есть это реально крутой игрок. Почти 3200 трофеев у него рекорд. Ну и очень интересная вариация гончей. Друзья, если вам нужен пас-рояль, новый герой Шар или эволюция на орду Медионов, я вам хочу порекомендовать одну крутую штуку. Есть сервис Hornybox, где цены на донат Clash Royale реально ниже, чем в официальном магазине. Никаких скрытых комиссий, все прозрачно и без переплат. Пополнение Steam там тоже по самым вкусным ценам. Процесс покупки происходит в 2 клика. Заказ улетает моментально, все просто и надежно. Там можно закупиться не только для Clash Royale, но и для Brawl Stars, Clash of Clans и многих других игр по тем же выгодным условиям. Ссылки на Hornybox находятся в описании под видео. Переходите. Итак, друзья, полетели в первую каточку. Вот именно что полетели, потому что это у нас гончая, это у нас шарик. И в следующем сезоне выходит у нас впервые на арену герой Шар. Я пока что снимаю эти поединки в старом сезоне. Но я уверен, что шаров сейчас станет очень много. И попадается против нас соперник с героем Гигантом. Ну, в принципе, хорошая защита от Андреаса The Boss. Я помню, что очень крутым был игроком с гончей Карл The Legend. Он же Карл The Boss, Карл The God, а это у нас Андрес The Boss. Короче говоря, любят лавоводы вот подобные ники. Так вот, в следующем сезоне у нас будет очень много геройского шара, наверное, и гончих будет много, и шариков с заморозками, поэтому самое время посмотреть, как вообще нужно играть с шариками. Пока что наш герой играет очень пассивно, я буду комментировать в режиме онлайн, потому что в основном всегда поединки топ-игроков я, честно говоря, комментировал в записи, то есть я записывал их в поединков 10, потом отбирал все самое лучшее, и уже на следующий день все это дело комментировал. Вот сейчас все буду озвучивать именно в режиме онлайн, потому что это и проще, да и вам, наверное, будет интереснее. Так, пока что наш соперник нас уже пару раз неплохо так пропушил, забрал почти полвышки, но Андрес The Boss еще толком не атаковал. Вот, наконец-то, полетела гончая, и я боюсь, что сейчас в правой вышке соперника будет очень плохо. Он тоже, кстати, босс, Dark от босс, почти как отброс. Извиняюсь за выражение. Ну и вышка, смотрите, у него графиня. И эта графиня вот чем плоха. Потому что она постреляет чуть-чуть и все. Потом просто перестает что-либо делать. Я думаю, что игроку с гончей против такой вышки, которая сейчас просто перестанет реагировать, очень комфортно играть. Но первая атака у нас неудачная. Танкует соперник своим гигантом. Кстати, гигант, герой, может откинуть шарик. Вот не забывайте этот прикол. Полетел шарик, панический фаербол. Вышка опять сдохла. И смотрите. И остается буквально сколько? 866, 517. Вот если была бы там стандартная вышка, обычная принцесска, я думаю, что там бы на тычку было бы меньше, скорее всего. Ладно, еще раз закидывается гончая. Ну, пока что очень легкий поединок для нашего героя. У него сейчас 2800 трофеев. Но я думаю, что он будет активно пушить и 3000 трофеев как минимум возьмет. Прикольно так соперник гончую на другую сторону отбросил. Гигант отбросил гончую на другую сторону. Но что это ему дается? Подкидывается шарик сзади гончей, не сдается соперник, надеется на какую-то одну шальную проходку. Но чем он будет контрить этот шарик? Чем он будет контрить этих щенков адских? Да нечем ему контрить, но очень такая легкая, уверенная победа. Итак, в режиме нон-стоп играет наш герой. Следующий поединок у него против 007 Голденс, почти что агент 007. И пока что непонятно, какая у соперника колода. Он быстренько прокрутился до
сборщика эликсира. Вот смотрите, скинул 2 карты по 1 капле эликсира и сразу поставил сборщик. Вот хитрая тактика, но полетел фаербол. Это, возможно, будет, я не знаю, эликсирный голем, либо обычный голем. Ну, какая-то странная такая дека. Сейчас Мегаминьон, кстати, может напрыгнуть на сборщик. Но в этом нету смысла, потому что сборщик там и так уже полудохлый. Скорее всего, это эликсирный голем. Честно говоря, впервые вижу такую вариацию, мега дешевую. И, кстати, зеркало. Вот это да, прикол, смотрите. 2 электродракона через зеркало. Соперник придумал что-то очень такое интересное. И я уже даже сомневаюсь, что у него там есть какая-то атакующая карта. Может, у него вообще атакующая карта нет. Он тупо хочет нас какими-то драконами-целительницами закидать. Пропускаем мы урон. Классная активация главного здания. Вот Андреас воспользовался этим. Ну, в принципе, когда электродракон начинает вышку грызть, можно поставить вот так вот юнита между боковой и главным зданием, и эта активация происходит. Так, полетела гончая, соперник поставил сборщик, у него вся ставка на электродракона. Кстати, он сейчас еще одного может электродракона выпустить через зеркало. 1 на эволюции, но следующий будет обычный, если что. Подкидывается Мегаминьон, фаербол, классное уничтожение электродракона, но второй электродракон все-таки соперника выручает. Да, прошел какой-то урон, но это, блин, мало. Не знаю, честно говоря, последнюю карту мы то не видели, но есть шанс, что это будет эликсирный голем. Вот все-таки большие шансы на эликсирного голема. Соперник пока что заставляется сборщиками. Очень какая-то у него интересная тактика, невиданная. Вообще, такого соперника я, честно говоря, впервые вижу. Ну, плохи дела у Андреса, потому что он позволил сопернику уже поставить 2 сборщика. Если он сейчас не пропушит, то на контратаке оппонент нас просто разорвет. 2 электродракона летит. Сейчас надо Мегаминьону срочно врываться в замес, срочно уничтожать этих дракончиков. Там мы их уничтожили, но проблемка в том, что соперник до еще одного электродракона прокатился. И еще один электродракон. Вот это просто спам электродраконов. Какой-то псих нам попался откровенный. И последнюю карту он все не хочет показывать. Что ж там такое за карта? Покажи уже, не томи, открой нам эту тайну страшную. Ну, не знаю, пора атаковать сопернику, но он тупо спамит своими электродраконами. Просто без остановки их наставляет. Андреас тоже никуда не спешит, понимает, что продавить этих электродраконов сложно. И вот такая интересная комбинация. Целительница плюс 2 электродракона. Ну, нормально, защитились. Мегаминьон напрыгивает. Молодец, наконец-то напрыгнул на сборщик. Вот с Мегаминьоном, героем, позволять сборщики наставлять сопернику. Но это просто грех. Так, еще тычка дракончика прошла. Еще один сборщик ставится. Я не знаю, долго соперник будет свои сборщики наставлять. Выпускай уже свою последнюю карту. Вот он, эликсирный голем, все-таки есть. Долго он не показывал его. И, кстати, сейчас может даже по одной стороне пойти 2 эликсирных голема одновременно. Это будет жесть. Он сейчас до второго эликсирного голема тупо прокрутится. Атака с гончей у нас. Но, к сожалению, походу мы не сможем этого соперника продавить. Хотя Мегаминьон ворвался. Так, хорошая торнадо спасительно. Мегаминьон тычку. Да, все это, ребятки, победа. Ну, соперник, конечно, перемудрил. Надо было уже давно своего эликсирного голема ставить. Он тянул время. Ну, дотянул время. Все, пока проиграл. Ну, прикольный, конечно, соперник, ничего не скажешь. Так, друзья, и после этих 2 побед Андреас у нас уже поднялся в топ-1000. 963 место у него сейчас. 2922 трофея. И сразу следующая каточка. Вы видите, все в режиме онлайн. Попадается против нас Чими 2. Кстати, какой-то крутой вроде бы соперник. 11 место там где-то занимал, не знаю где. Ну, поехали, посмотрим. Давненько я гончих не видел, блин. Раньше просто обожал Carlos Legend, там Gravity. Да и русскоязычных игроков с гончей было очень много на моем канале. Но я уже, наверное, про гончую не снимал года 3-4, не знаю. Попался против нас Хаговод. Вот интересно, какая там вариация. Это Хок 2.6 или может что-то немножко другое. Но в основном сейчас играет... Если Хок, в основном это Хок 2.6. Редко какие-то другие именно колоды с Хоком попадаются.
И, кстати, до сих пор в этом поединке возможно ничья, потому что никто никому урона не нанес, я не знаю. Не, все, ничья невозможно. Лоза скинулась. И это, кстати, не Хок 2.6. Это Хок с лозой. Опять же, впервые вижу эту колоду. И Спарки. А вот это, ребята, дичь. Хок со Спарки. Был у нас в клане такой игрок, который играл Хок со Спарки. И, конечно, над ним многие смеялись. И при том, что у того игрока был очень солидный рекорд. Оказывается, Хок со Спарки это чуть ли не мета-колода, и топы с ним играют, с такой декой. Ладно, первая атака у нас неудачная. Ну, соперника, смотрите, громовержец. У него эволюция палача. Ну, сложно будет его продавить. Очень сложно. Я не знаю, как атаковать все этой дичью. Зачем Спарки с Хогом? А возможно, там еще и торнадо будет. Кстати, классный фаербол, смотрите. Но проблема в том, что сфокусировалась вышка по Хогу, не по палачу. Да, при помощи стражи мы защитились. Но, скорее всего, торнадо какой-то там будет у соперника, чтобы под Спарки, под палача всех брать в кучу. И Мега-рыцарь, вот это да, блин, Мега-рыцарь еще, но вот это сюрприз. Конечно же, эволюция Мега-рыцаря. Нет смысла играть Мега-рыцарем без эволюции. Так, Мега-рыцарь сейчас сделает одну тычку. Ну, это такая себе тычка, даже без прыжка. Так, прокрутился соперник до эволюции Мега-рыцаря. Ставится Спарки. У нас летит гончая, летит Мега-миньон. Кстати, неплохо бы, чтобы Мега-миньон напрыгнул, допустим, на палача. Так, Спарки уничтожает Мега-миньона. А не, он никуда уже не напрыгнет. Разряд есть у нас эволюция. Ну, смотрите, палач просто всех рубает на части. Просто на части. И вот это, я боюсь, что Андрес сейчас может и не выстоять. Эволюция Мега-рыцаря, плюс эволюция палача, плюс Хок. Как это контрить? Как это контрить? Я, честно говоря, не знаю. Но как это контрится? Да, пропустили мы 1000 хп урона, но мы живы. Снова ставится палач. Подкидывается шарик, и все по разным линиям, чтобы под палача не подставляться. Вот когда у соперника палача вы играете с гончей, не надо именно сзади гончий шарик подкидывать, надо по разным немножко линиям. Так, фаербол немножко неудачный, ребятки. Хок. Так, Хок нельзя ни одной тычки пропускать. Нет, нету тычки. Но пахнет дело керосином. Я не знаю, какое должно произойти чудо, потому что соперника инициатива, он постоянно пушит. Накидывает кучу жирных юнитов. Так, надгробие. Вот грамотно очень ставит надгробие Андрес. Именно вот так, в такую низкую позицию. И за счет этого можно Спарки в 0 законтрить. Точнее, Мега-рыцаря в 0. И Спарки тоже, в принципе, можно. Ну, палач тычку делает. Блин, ребята. Ой-ой-ой-ой, Хок нельзя пропускать. Ну, это ГГВП, блин. Только 2 победы подряд и такой бой. Ну... Это без шансов. Так, немножко неудачно у нас Андрес сыграл в прошлом поединке. Да, у соперника такая странная зашкварная дека, но ошибки были у Андреса. Не успевал, он просел по эликсиру и все-таки задавил соперника его своими мега-рыцарями. Но тут против нас попадается Гиг-скелет. И, возможно, с королевскими кабанами, потому что сейчас... Кабаны в мете. Ну нет, это другая какая-то вариация. Это вариация... Я, блин, забыл, как зовут эту всадницу на драконе. Целительница, или как ее зовут? Блин, ну реально склероз. Потому что редко она очень попадается в последнее время. Ой, напомните, как она. Нет, она не целительница. Ладно, не суть важно. Короче говоря, очень такой опасный юнит воздушный. Тарану соперник. И Мегары. А что за бред происходит? Вроде бы кубки не низкие, ребята. Куб почти 3000 кубков. Почти топ-1000 мира. И такие какие-то грибы, я не знаю, что это за мухоморы попадаются. Гиг-скелет, плюс Спарки, плюс целительница духов, как ее назвать. Я не знаю. Просто дичь. И я не удивлюсь, если у этого соперника вообще даже заклинаний не будет. Такое впечатление, что у него 2 последние карты, там тупо не будет заклинаний. Так, ставится Гиг-скелет. Сейчас, наверное, сзади Гиг-скелета пойдет какой-то Мега-рыцарь, при том, что там эволюция будет уже Мега-рыцаря. Подкидывается снова целительница духов.
Ну, если я неправильно ее называю, то извиняюсь, реально, подзабыл ее имя. Так, ну надгробие, этим и хорошо. Очень недооцененное здание надгробия. Так, сейчас может быть неплохая атака. Мегаминдион, кстати, может вернуться на таран, если прожать способность. Да нет в этом смысла. Ну что, шарик долетает, тычка. Хороший фаербол. Все-таки у соперника два заклинания. Классическая связка, разряд плюс фаербол. Я думал, что это вообще зашквар без заклинаний. Нет, все-таки по заклинаниям у него все нормально. Но все равно не отменяет того факта, что колода у него дикая. И он пока что вообще ничего не продемонстрировал в атаке. Сейчас он что-то такое задумал хитрое. По одной стороне Мега-рыцарь, по второй гиг-скелет. Ставится целительница духов на центр. Сейчас будет атака по двум флангам одновременно. Так, грамотный миньончик и подкидывается таран по левой стороне. И, кстати, сейчас соперник может нас пропушить. Надо гиг-скелета чем-то останавливать. Все-таки вставляется надгробие. Не, скелет вроде бы не дошел до вышки. Но подкидывается еще раз Мега-рыцарь. Целительница живет. Она реально просто бессмертная. И еще земная подкидывается. То была летающая форма, это земная. Ой-ой-ой, ребятки, какие проблемы. Неужели мы сейчас проиграем? Фаербол полетел. Боже мой, ребята. Я не понимаю, как мы тут проиграли. Просто с одной проходки. Вот это да. Так, друзья, поехали в следующую каточку. К сожалению, два поражения подряд у нашего героя. И соперник хотел отпрыгнуть лучником, но не получилось у него отпрыгнуть. Куколку свою поставил, а сам отпрыгнуть не сумел. Да, конечно, облом для соперника. К сожалению, два поражения подряд у Андреса. Причем таким немножко зашкварным соперником. Как бы он ни тильтанул. Так, тут нам какой-то бридж-спам попадается. С дровосеком, с магическим лучником, с тараном. Возможно, там будут бандитки, возможно, опять-таки будет какой-то мега-рыцарь. Я не знаю, буду ли он поражение показывать или нет. Так, снова целительница духов. Ставим гончую, полетели первую атаку. И гиг-скелет, блин. А что? Это, кстати, колода очень похожая на ту, в которой мы в прошлом поединке слили. Только там еще был мега-рыцарь. Так, целительницу духов мы убиваем, гиг-скелета пропускаем. Это похоже на размен по сторонам. По крайней мере, Андрес хочет этот размен сделать. Мегаминдион должен убить лучника. Хорошо, Мегаминдион напрыгнул, отрабатывает. Так, ну походу это размен по сторонам. Хотя, смотрите, блин, стрелы какие неприятные. Вот это да. Очень неприятные стрелы. Закидывается таран. Шарик все-таки должен долететь. Так, успеваем мы воткнуть надгробие на последней секунде. Так, все нормально, разменялись сторонами. Так что ничего страшного. Все под контролем. Но, к сожалению, не видно, сколько эликсиров соперников. По-моему, Андрес немножко в минусе по эликсиру. К сожалению, разработчики убрали такую фишку, что во время просмотра можно эликсир видеть. Ну, сделали так, чтобы никто никого не снайпил, чтобы никто не посматривал со второго телефона эликсир соперника. Но для нас, для зрителей, это неприятно. Так, фаербол можно скинуть на лучника, но... Да, успеваем кинуть фаербол, соперник решил не отпрыгивать. Но пока что это такая себе атака. Сейчас ставится еще одна целительница. Блин, смотрите, но стала она популярна в этом сезоне достаточно среди топ-игроков, потому что ее немножко усилили. Так, грамотно ставятся стражи. Мегаминдион целительницу уничтожает. Так, гиг-скелет не должен до вышки дойти, дракончик его замедляет. Все нормально, все нормально. Подкидывается дровосек, отличный фаербол. Надгробие ставится. Так, ну что, таран пройдет надгробие? Блин, надгробие проходится. Все-таки эволюция разряда нас немножко выручает. Но все равно очень много урона. Очень много, неприятно. Там, по-моему, призрак дровосека дошел, тоже тычку сделал. Мегаминдион напрыгивает. Мегаминдион лупит по вышке. Так. Ну не знаю. 50 на 50 пока что шансы. Закидывается шарик. Ну что, шарик. Нету ни одной тычки, к сожалению. Целительница отработала просто идеально. По обороне подкидывается дровосек. А вот это сейчас шансы все в пользу соперника. Блин. Гиг-скелета как контрить. Дровосека мы пропускаем. Таран. Как остановить таран, ребята? Все, мы его остановили. Но тычки от... Ой-ой-ой. Пару тычек от варваров прошло. 690 хп. Не знаю, надо как-то камбэчить. Сейчас еще тройная стрела от лучника. Блин.
Фаербол хороший, но шансов минимум, ребятки. Надо срочно ставить гончую, потому что все уже. Стражи есть у нас? Да, есть стражи. Сейчас может быть, кстати, неплохая проходка. Подкидывается 2 дракончика, стражи. Все очень такие бешеные, на ярости дракончика. Подкидывается шарик. Ну неужели мы все-таки подавили соперника? Ну что, шарик долетает. Еще. Дракончик, стреляй. И 90 хп. Лучник по вышке лупит. Нет. А мы фаерболом попали. Ну блин, это классный камбэк. Фух. Я боялся, что это будет очередное поражение. Так, следующий поединок у нас против Мику и Смику. Не знаю, честно говоря, этого игрока, но это у нас арбалетчик. Вот интересно будет, кстати. Противостояние гончие против арбалета. Это такие достаточно интересные всегда получаются. Вот я люблю смотреть голем против гончей. Но арбалет против гончей это тоже так. Я не знаю, у кого больше шансов. Но по идее мы должны арбалетчика обыгрывать. Все-таки у него против воздуха мало карт. У него там только лучницы, у него Тесла, Фаербол. Так что, ну, должны мы обыгрывать такого соперника. И даже размен по сторонам, если будет, то это, скорее всего, в нашу пользу. Так, соперник задумал что-то интересное. По левой стороне закидывает своего рыцаря. Ну, я не знаю, зачем он рыцаря закинул. Ну, что этот рыцарь сделал? Там одну тычку. Но Мегаминдион сейчас, кстати, может на Теслу напрыгнуть. Да, напрыгивает Мегаминдион на Теслу. Стрелы у нас нету, но мы закидываем фаербол. Так, и можно сзади подкинуть шарик, по идее, если у нас есть эликсир. Ну, в принципе, соперник защитился более-менее. Так, он крутится, он ставит скелетика, он ставит дух, ставит рыцаря, все. Защита нормальная. И пока что соперник даже в небольшом преимуществе. Но нам тоже тяжело контрить арбалет, так как у нас наземных юнитов нету, одно надгробие плюс страж. Можно, конечно, на арбалет сразу шарик кидать. Ну, не знаю. Посмотрим. Так, нам надо срочно ставить еще одну гончую. Соперник уже так начинает пассивно играть. Ставит Тесла, никуда не спешит. Наверное, когда мы поставим гончую, он сразу поставит свой арбалет. Поэтому не хочется гончую ставить. Нет, он даже без этого ставит. Ну и вот, что я говорил, закидывается шарик на арбалет. Эволюция лучниц. Фаербол. Так, все нормально для нас. Соперник не смог. Арбалет не смог законнектиться. Но я подозреваю, что этот поединок может очень сильно затянуться. Итак, Мику опять крутится. Самые дешевые карты. Урона, ну, хорошая сейчас контра арбалету. Но все равно арбалет пристрелялся. Смотрите, ой-ой-ой, арбалет очень неприятно навалял. 1300 хп у нас остается. Мегаминдион сфокусировался на Теслу. Подкидывается шарик. Так, Мегаминдион Теслу уничтожает. Нужен фаербол на лучниц этих неприятных. А тут еще одна Тесла. Ой-ой-ой. Ну, классный, кстати, арбалетчик. Очень быстро до Теслы крутится. Очень грамотно он играет. Фаербол полетел. Пока что мы проигрываем, к сожалению. Мне нравится, как играет наш соперник, то есть он умеет защищаться против гончей. Гончая для него это не проблема. Так, сплитятся стражи, ставится дракончик, надо, наверное, надгробие ставить. Полетел фаербол, нам уже нельзя урон пропускать. Но, блин, урон проходит, даже на последнем издыхании арбалет наносит просто бешеный урон. 480 хп, полетел фаербол. Ну что, шансов походу уже никаких нет. Сейчас еще один фаербол полетит. Хотя ошибка такая небольшая со стороны соперника. И что это победа? Вот это да. Ну, соперник что-то тупанул в конце, ребята. Как он такой поединок отдал? Он хотел до фаербола прокрутиться, но не успел. Блин. Ну что, друзья, полетели в первую каточку. Время 1:40 ночи. Наш герой, соперники активно пушат. Но это всегда такая традиция, испокон веков, что последний день сезона и всю ночь, и все утро топ-игроки без остановки пушат. Хотят, конечно, повыше по кубкам подняться. У нашего героя рекорд 667 место, по-моему. Сейчас он уже пока что идет выше. И он хочет в этом сезоне поставить свой рекорд. Очень опасная у соперника атака с кладбища, но может быть у нас неплохая контратака. Так, сейчас... Ну нет, контратаки не будет. Я комментирую в прямом эфире. Наверное,
очень редко были такие случаи, потому что в основном всегда как происходит процесс. Я тупо записываю поединки топ-игроков, могу 10 боев записать, 15, потом выбираю все самое лучшее, уже там на следующий день, там, через пару дней все это дело озвучиваю. То есть не в прямом эфире. Ну, практически всегда так было. Сейчас я хочу все в прямом эфире озвучить, потому что некогда мне там возиться, не хочу запариваться. Да и проще так намного. Потому что в прямом эфире я тупо не знаю, что будет происходить. А когда уже озвучиваешь то, что ты уже видел, но это вообще не те эмоции, реально напрягает. Сейчас, кстати, бы лоза не помешала бы нашему герою, но у него лозы нет, он играет с фризом. Сейчас такая вот заруба у нас в районе мостика, кто кого продавит. Ну, походу, Гаэль соперника немножко продавливает, и сейчас неплохо было бы закинуть шарик. Может быть, фриз закинуть? Да, фриз закидывается. Я, к сожалению, не вижу эликсир, у кого сколько эликсира. Пофиксили примерно полгода назад разработчики эту фишку. То есть раньше, когда я смотрел поединки топ-игроков, я тупо видел эликсир. Сейчас убрали. Ну, кто говорит правильно, я не знаю. Но лично мне это некомфортно стало наблюдать. Я не вижу эликсир. Хорошая торнадо. Сейчас Пламик хотел перелететь мостик, танковать. Пламик на эволюции, опасная атака. Еще подкидывается Золотой Рыцарь. Ну, успевает все-таки воткнуть своего обычного рыцаря. Ну, как героя рыцаря. Опасный момент. Ну и приходится заморозку, защиту скидывать. Пока что мы проигрываем на 1000 хп. Пламик в атаку. Может быть, кладбище закинуть? Да нету, скорее всего, Гаэля эликсира на кладбище. Ну, палача убили. Ну что, кстати, еще живет у нас пока что Пламик. Приходится кайтить вот так вот грамотно. И одна из любимых комбинаций нашего героя — дракончик плюс шарик. Плюс фриз. Дракончик подталкивает шарик. Вот такая вот интересная комбинация. Ну что, шарик долетает. Одна тычка. Всего лишь одна тычка. Блин, ну смотрите, как она перспективно смотрелась. Я думал, что там будет минимум 2 тычки, а то и минус вышка. Нет, всего лишь одна тычка прошла. Ну сейчас еще одна контратака может быть. Подкидывается Золотой Рыцарь. Ставится кладбище. Но я думаю, что много урона от этого кладбища не пройдет. Грамотная защита. Хотя, смотрите, неприятненько так. Все равно урон заходит. Я не знаю, сколько там. 700 хп соперник снес. Но зато какая сейчас контратака будет. И надо срочно фриз. Вот сейчас фриз. Я думаю, что это ГГВП. Ну, пытается торнадо соперник кинуть, палача. Ой-ой-ой, блин, эволюция снежка его выручает. Вот это так бесит. Меня реально вот просто выбешивает эта эволюция снежка. Когда, например, пушишь соперника дикой толпой, и тут одна эволюция снежка за 2 капли эликсира тупо весь этот навал пушит. Ой-ой-ой, еще Золотой Рыцарь пробрался, сделал тычку. Неприятная ситуация, но можно закомбэчить. Нужна просто хорошая проходка шарика. Опять кайтит соперник, но это такой себе кайт. И фриз, ну что, фриз, снежок, ну что, шарик сделает тычку. Дракончик, по-моему, попадает по вышке. Так, шарик не долетел, но бомбочка взрывается, 104 хп. Опасное кладбище, ну что, ну должны мы здесь выигрывать, по сути. Добивать особо нечем. Смотрите, какой облом. Торнадо плюс фриз не добьют. Они в сумме где-то 70 хп снесут. Вот это облом. Золотой Рыцарь! Ну как? Заморозка в защиту. Ну шарик долети. Пожалуйста, братан. Ну, 9 хп. Ну, тащи, тащи, тащи. Блин. Вот это облом, ребята. Я реально в шоке. Там 1 секунда. Как же не повезло Гаэлю. Это просто бред.